Доброго времени суток. Сегодня хочу посравнивать Giga AM3 в Handy с другими модельками. То есть в предыдущем выпуске мы посмотрели, что Whisper Large он прикольно распознает хорошо. И давайте сравним Giga AM3, который вроде бы меньше по ресурсам. Борис Ковтунов, спасибо за рекомендацию. Сейчас попробуем это сделать. Так, загрузим Handy. Какая там моделька? Давайте глянем. Где у нас? Здесь, да, было? Giga AM3. Giga AM3 ищем. Giga AM3. Высокая точность и быстрая скорость. Интересно. Ага, только русский. Ой, как интересно. То есть ему, может быть, не надо сразу выбирать по куче языков. Это было бы очень прикольно. Да. Борис, это интересная находка, наводка. Будем тестировать. Так, значит, через что мы делаем? Мы сравниваем GPT-ху. А где у нас GPT-ха? Нет, это не GPT-ха. Вот здесь вот у нас GPT-ха. Давайте откроем новый чат. И будем надиктовывать и сюда, куда-нибудь. Да, у нас уже закончился хакатон. Там происходит судейство, распределение мест и все остальное, но уже подача проектов закончена. Так, Giga AM3 надо сравнить. Где моя тестовая аудиозапись, на которой мы будем сравнивать. Значит, я захожу на мобильном телефоне в записи и открываю разрешение выдаю и захожу в программу, где у меня записаны эти аудио. Получается, у нас запись, наверное, будет вестись опять в этот временный файл. Мы, скорее всего, будем смотреть на ресурсы компьютера. Вот сейчас вот, да, какая у меня претензия, допустим, есть к Handy. Вот что такое 37,9%, которые стабильны? GPU 1. Я не понимаю. Мне даже интересно сделать... Мне даже интересно сделать скриншот этого, чтобы потом исследовать, почему это так. Окей, давайте будем смотреть сюда. Вот наш текст. И где-то у нас здесь будет GPT-ха. Такая вот небольшая. Мы ее, наверное, даже сузим. Дальше уже нельзя сужать, да? Окей. Значит, это максимум, в смысле минимум объема. А что нам еще нужно для сравнения? Для сравнения нам необходимо... кстати, давайте посмотрим, сколько вообще сам браузер тянет. Может быть, он тоже дополнительных ресурсов тянет. Я просто надиктую какую-то... Так, ну или ладно, сразу сравним, кто лучше, а потом уже будем заниматься дополнительными. Значит, у нас да, вот это вот расположим здесь, что Giam, Handy, эти параметры нам нужны или не нужны? Не знаю, вот так вот сделаем. Giam 3, чтобы было видно, что именно он используется сейчас.
И тыкаем сюда и запускаем тест. Я просто надиктую какую-то... Я просто надиктую какую-то длинную запись, которую я потом одновременно буду транслировать разным моделям Handy для того, чтобы была чистота эксперимента и чтобы нельзя было сказать, что эксперимент нечистый. Я буду мобильный телефон держать у себя на животе, чтобы одинаковое было удаление от микрофона, и буду воспроизводить именно сам звук и голос с микрофона, и мы будем засекать, какая скорость появления результата в секундах. И если сравнивать, допустим, между GPT-чатом и если сравнивать между Handy, да, Handy называется, да. Я обычно диктую вот такие вот длинные развернутые сессии, чтобы искусственный интеллект понимал контекст моего ответа и чтобы лучше веб-кодить. То есть я ему даю не короткий ответ, а даю ответ, объясняю, почему я так, как мы пришли к этому, и, может быть, это является компромиссом, это не то на 100%, что я хочу и что в идеале хотелось бы. Поэтому вот мы на минуту записали вот этот вот текст. Так, ну скорость хорошая, только я не понимаю, что тут у нас с кириллицей. То есть он как-то вставил что-то явно не то. Давайте зайдем в историю. History. В истории он правильно все расписал. Скорость была очень хорошая, классная, то есть буквально там пару секунд. Но я не понимаю, почему он так вставил. То есть, получается, с кодировкой есть проблемы. Давайте, вот, это 8 часов 49 минут. Это вот было совсем-совсем недавно. Давайте представим, что это... Ага, то есть этот текст, который он здесь скопировал, а этот текст не вставляется. Получается, у меня здесь что-то с редактором этим не так. Хорошо. То есть будем исходить из того, что у меня ноутпад как-то сломался и не принимает русскую речь. И будем сравнивать... Как же тогда это сделать? Через какой-то другой документ. Ну, давайте самое главное тестируем, то есть можно ли вставлять этот текст в консоль нашу, там, где фактически происходит работа. Да, то есть сюда все происходит, вставление идеально. Тогда давайте будем задавать вопросы. И сюда сейчас нормально происходит вставление. Что было за мистика, я не знаю. Хорошо. Значит, это GigaAM. GPT как распознала. Давайте глянем. Скопируем все. Ставим. И попросим... ну и давайте для сравнения еще две модельки. Запишем, как они распознают. GP1. Давайте у нас будет несколько раз он пытаться распознать. Модель Parakeet V3. Давайте без скорости, просто уже на то, как они
качественно распознают. То есть скорость мы уже тестировали в предыдущем видео, а Giga AM меня очень порадовал, буквально там задержка 2 секунды была по сравнению с GPT-хой. Отлистываю запись на самое начало. Модель поменял. Это я соберу в сторону. Я просто надиктую какую-то длинную запись, которую я потом одновременно буду транслировать разным моделям Handy для того, чтобы была чистота эксперимента и чтобы нельзя было сказать, что эксперимент нечистый. Я буду мобильный телефон держать у себя на животе, чтобы одинаковое было удаление от микрофона, и буду воспроизводить именно сам звук и голос микрофона, и мы будем засекать, какая скорость появления результата в секундах, и если сравнивать, допустим, между GPT-чатом и если сравнивать между Handy, да, Handy называется, да. Я обычно диктую вот такие вот длинные развернутые сессии, чтобы искусственный интеллект понимал контекст моего ответа и чтобы лучше веб-кодить. То есть я ему даю не короткий ответ, а даю ответ, объясняю, почему я так, как мы пришли к этому, и, может быть, это является компромиссом, это не то на 100%, что я хочу и что в идеале хотелось бы. Поэтому вот мы на минуту записали вот этот вот текст. Транскрибирует что-то. И вставила, ну, достаточно быстренько. Теперь поменяем модельку на Whisper Large и надиктуем то же самое. Я просто надиктую какую-то длинную запись, которую я потом одновременно буду транслировать разным моделям Handy для того, чтобы была чистота эксперимента и чтобы нельзя было сказать, что эксперимент нечистый. Я буду мобильный телефон держать у себя на животе, чтобы одинаковое было удаление от микрофона, и буду воспроизводить именно сам звук и голос микрофона, и мы будем засекать, какая скорость появления результата в секундах, и если сравнивать, допустим, между GPT-чатом и если сравнивать между Handy, да, Handy называется, да. Я обычно диктую вот такие вот длинные развернутые сессии, чтобы искусственный интеллект понимал контекст моего ответа и чтобы лучше веб-кодить. То есть я ему даю не короткий ответ, а даю ответ, объясняю, почему я так, как мы пришли к этому, и, может быть, это является компромиссом, это не то на 100%, что я хочу и что в идеале хотелось бы. Поэтому вот мы на минуту записали вот этот вот текст. Ну, скорость достаточно хорошая. Я могу сказать вот уже, что Giga AM в принципе, наверное, близок к паракету. Быстрый, но не точный. Whisper Large определил запись. И GPT тоже определили запись. А эти не распознали и подтянули слово, которое у меня записано как, ну, что оно неправильно распознается. Но оно здесь неправильно распозналось и неправильно подставилось. Так что здесь... Давайте загоним на сравнение. Ну, визуально уже видно, что Whisper Large и GP1, они, ну, GPT выигрывают. Сравни, кто лучше распознал на диктовку. Дай места, скажи почему. До 50 слов.
Одновременно сюда загоним. Почти идеально. Смысл фразы, структура без мусора, Whisper очень хорошо, но есть пропуски, искажения, голос микрофона, аутек, много вставок, мерч, попросил мир. Аналогично, еще хуже связанность. Ну вот вам как бы анализ GPT. Точно такой же анализ от Гугла, но только он определил вот эти вот две модельки как полный провал. Обе модели заспамили речь одинаковыми техническими галлюцинациями, за мерч, разрушив смысл. В принципе, можно сказать, что Whisper Large можно и рекомендовать, но идеальная без ошибок GPT, которая еще бесплатна, но надо нажимать Alt-Tab, копировать, ставить. Вот. Хорошо, где-то так. Если нравится, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь, если уже лайкнули, подписались. Рад еще раз вас видеть. Вот. Мне это было очень важно проделать, потому что я постоянно надиктовываю, и мне было очень важно понять, какой механизм для этого использовать. Пока что быстрее всего GPT, но Whisper Large тоже неплохо. Не знаю, почему у меня с ним не заладилось. Может быть, когда много одновременно агентов запущено, то ресурсы компьютера разрознены. Может быть, даже там идет нагрузка на что-то другое. Я не знаю, то есть в чем конкуренция была. Может быть, там вообще жесткий диск не справлялся, хотя должен был справляться. Может быть, еще что-то. Ну, в общем, когда многопоточность, многозадачность, эта программа Handy не работает. А если задач многопотоковых, что куча агентов работает, нету, она работает хорошо. Так что, в принципе, мне нравится, классная программа. Молодцы, что такое запилили. Еще и бесплатно, еще и сразу там в один клик устанавливается искусственный интеллект, LLM-ка какая-то. Ну, то есть продукт высший топ, мне очень нравится. Но под мои задачи не сильно подходит. Я хочу использовать ресурсы GPT, а не моего компьютера для распознавания моего голоса. Где-то так. Все. Как там? Обнял, поднял, поставил, да?